Здорово! У человека в жизни часто происходят моменты, когда ему что-то страшно делать. Он думает, блин, пока, наверное, все-таки возможность, именно под коркой понимает это. Но организм говорит, нет, не надо, не иди, я боюсь, страшно, придумает оправдание. А когда он все-таки это преодолевает и что-то совершает или пытается совершить, я думаю, мы в этот момент именно преодолеваем вот эту вот ступеньку эволюции и становимся выше над животными. Я считаю, не орудие труда, а именно это нас и отличает. В общем, через 11 месяцев мне придется пробежать самую трудную гонку — триатлон. Мое путешествие заключается в том, чтобы попробовать это все на себе. Мне очень интересно, я очень хочу. Это вызов. И также показать, что обычный парень, выпустившийся после школы, может это все на себе ощутить, испытать, приложив определенные усилия под нужным рычагом. И все получится. Это триатлон, где ты сначала плывешь, потом едешь на велике и бежишь. Все это очень много километров, очень долго и очень трудно. Для чего? Когда я преодолеваю какие-то большие дистанции, мне всегда очень, знаешь, вот этот вот момент, когда ты преодолеваешь себя и что-то делаешь, несмотря на то, что твой организм отказывает, и все свои системы говорят о том, что у тебя уже нету сил, нужно остановиться, нужно перестать, чтобы не попасть в такую зону риска, вот эта вот шкала, где красный начинает заполняться, тебе тяжело, плохо, ужасно, и в голове вот этот вот момент, когда ты думаешь только о том, что нужно сдаться и перестать. Когда ты его преодолеваешь, получается невероятная эйфория, и сила и длина этой эйфории полностью зависит от того, насколько трудно было преодолеть вот этот вот промежуток от отторжения организмом какой-то трудности. Почему Ironman? Потому что я думаю, эта эйфория, ее продолжительность растянется на огромное количество времени. Это очень сильно бустанет меня по здоровью, так как я предполагаю не умереть, но приложить все возможные силы. Поэтому Ironman, что для этого буду делать? Здесь я должен был показать вам свой план тренировок, режим сна, питание. И все это сконструировано таким идеальным образом, что я и могу и жить, и подготовка идет полным ходом. Но что-то как-то я ничего из этого не делал, и поэтому смысла в этом особо не вижу. Я спал как попал, ел как попал, тренировался как попал и жил все это время тоже как попало. Что уж заискивать, я за месяц до старта успевал периодически прибухивать. По чесноку я тренировался всего пару раз в неделю, и, ну, честно скажем, эти тренировки были не тренировками профессионала, который там стремится к чему-то, а тренировками обычного чувака, которому просто становится херово в определенный момент, и он выходит по улице и бежит, пока не кончатся силы и не выйдет все из головы. Я вот вышел ночью, бегу, сейчас без 10-12, и ты бежишь, у тебя льются слезы из глаз, а в наушниках душераздирающая музыка. Но ты живешь, ты чувствуешь себя офигенно, потому что в этом для тебя сейчас и есть жизнь. Ты бежишь по встречке, чтобы не заснуть. Блин, настолько хуёв становится в этот момент от того, что у тебя настоящая жизнь именно это, что толчок, с которым ты скидываешь руки, замерзшие и бежишь, просто невероятно. Когда мне было 12-13 лет, я почувствовал свою физическую разницу большую, да, с своими сверстниками. Я был слабее. И мне захотелось это минимизировать. Я начал заниматься, но без особого фанатизма. И спустя где-то несколько лет приходят плоды твоего труда. И появляются такие мужички подкачанные, крутые, которые начинают тебе рассказывать о том, как классно сегодня работать, как важно приходить в зал каждый день. И это дает плоды, и какие-то вещи о том, что если ты будешь постоянно работать сегодня для достижения крутого завтра, то ты оставишь наследие, и ты никогда не погибнешь. И вроде бы с этим трудно спорить. Ну, вот как поспоришь с вещами, которые правильные, и говорит чувак, который
показывает на себе плоды той стратегии, которую тебе вырабатывают. Хоп, тебя это зажигает. Начинаешь работать, проходит еще пару лет, да? И ты видишь парней, которые уже, ну, практически получили все главные плоды с этого пути, не сворачивая, вот идя по нему вот так вот. И это тебя уже не вдохновляет как-то и не взрывает, но тут вот есть такая вещь, о которой я как раз хочу сказать. Психологическая двойственность. Вроде бы тебя, с одной стороны, эти парни не вдохновляют. И, ну, кажется, не особо далекими ребятами. Но, с другой стороны, когда ты бежишь ночью и рвешь просто вот так вот, чувствуешь невероятный подъем, и ты не чувствуешь себя здесь, в деревне Потемкино. Ты уже на одном шаге с теми мужиками, которые тебе это все рассказывали. Ты уже рядом с ними, в, конечно, своей истории, но по уровню успеха что-то приближенное ощущаешь, то, что вот оно рядом, вот оно близко. Эндорфины тебе это дают, и ты начинаешь взрывать. Вроде бы все банально и просто. Но тут я стал думать, а вдруг это является чисто побегом, да, от трудностей жизни. Не как сублимация и подспорье в обычной жизни, когда успехи тебе в зале, то есть, ну, банальная вещь, то, что ты что-то сделал и получил сразу плоды. Ну, в зале работает это так, по сути, быстро. На начальных этапах особенно. А это уже просто является, ну, определенным побегом. Просто вот побегом от трудностей. Ты убегаешь, и тебе становится кайфово. Я стал спрашивать друзей, ну что вы делаете, когда вам трудно, плохо и вообще тяжело становится? Ну, отвлекаемся на что-то, да, там, выпивка, не вижу на самом деле в этом особо что-то плохого, это выбор каждого. Или там работа, учеба, ну, во что-то полностью нужно влиться и погрузиться, чтобы не обращать внимания. Даже Дэнди говорил о таком, да? Мне кажется, это не совсем правильный путь, потому что у человека, которого просто вот фаербол внутри, он не может ничего с ним сделать, как-то выкинуть его из себя. Ему предлагают, ну, отвлекись там, поработай, не знаю, займись чем-то. Ну да, это поможет, он отвлечется, но проблема-то никуда не уйдет, и таких проблем за жизнь сколько накопится-то, это же ужас просто. И многие, может, не помнят, но был такой блогер, 5 лет назад, наверное, пришел на YouTube. И многие не заметили, ну, люди, я сам не заметил сразу. Вокруг этой вот шелухи, популярности его, и то, что он говорил, как он говорил. Вещь, зачем он приходил. Мне кажется, мы очень часто упускаем это вот у знаменитостей. Сейчас медиапространство очень широкое, и людей много, ты следишь за ними, и тебе как-то один ушел, пофиг. Кто-то пришел, заменил его, да? Но мы не замечаем, зачем люди сюда приходят, потому что есть ведь большой порог сейчас, да, вхождения. И тогда он был на самом деле. Может, многие говорят, то, что да, похер, там снял любое говно вот на камеру, как я сейчас, и стал популярным. И ты уже говоришь все свои мысли, и тебя слушают просто потому, что, ну, у тебя есть какой-то ресурс. Но мне кажется, это не так. Я не верю почему-то в это, потому что нужно себя преодолеть, чтобы что-то сделать. Вот я даже сейчас стою сам с собой, вот около окна разговариваю, и мне тяжело выражать свои мысли. И я не понимаю, насколько они верные, насколько вообще можно мне что-то сейчас говорить. И, ну, обладаю ли я на это правом, потому что раньше ведь так не было, да? Так вот, и этот блогер, зачем он-то пришел? Он был пьяницей, откровенно говоря, на границе своей молодости, вот она уже заканчивалась у него. И он начал только в этот момент как-то себя осознавать, что-то в нем переломилось и позволило ему начать самого себя осознавать и понимать, что с ним происходит. А как он этого добился, вот мне интересно. А он ведь рассказывал, он об этом и рассказывал первые вещи, когда приходил. У него был такой разговор с самим собой, просто вот face-to-face, можно сказать, у батареи, я вот называю его батареей. Где он просто сел и стал максимально честно пытаться с собой поговорить. А ведь это невероятно трудно, потому что есть такой пацанчик у тебя в голове, который помогает тебе в трудные моменты, он подкидывает тебе паттерны поведения, типа хоп, скажи то, будет полегче, будет попроще, хоп, надо сказать это, допустим, там. Ну, они обычно легче и проще тебе их выполнить, и ты хватаешься за них, потому что многие в динамике действий в нашей жизни происходят. И мы не успеваем, а вот этот пацан может подсказать, и ты за ним подсказывает, и ты хоп, и это неосознанно часто очень происходит. Так вот, и он с этим парнишкой сидит просто со своим и разговаривает. Он пытается его убрать просто. И вот с тем, что у него есть сейчас здесь, вокруг, и с тем, что у него есть в голове. Он просто сидит и охеревает от того, насколько он не жил практически все это время. И спустя какое-то время ему снова приходится это делать, чтобы
не свернуть как раз с этого правильного жизненного пути. Потому что подобные разговоры как раз и являются тем суперкрутым и эфемерным, правильным, трудным самым путем в жизни, который мы видим в фильмах, в книгах, сохранить самого себя, настоящего, да, настоящего, и не быть падким на соблазны. You only live once, but if you work it right, once is enough, my friends. Я не смогу попасть на него, мне придется его пропустить, потому что... Вскоре мои идеалистические планы столкнулись с тем, что у гонки есть вступительные взносы в 400 евро, и нужна группа сопровождающих. Чем больше я читал о серии состязаний Iron Man, тем менее меня будоражила мысль участия в нем. Как оказалось, маркетологи сделали так, что бренд стал значить гораздо больше, чем само действо. Куча искусственных вещей вытеснили самое крутое, что есть в этой гонке – постоянную борьбу с самим собой. Гонка должна быть изнуряющим праздником преодоления, где человек познает то, насколько сильно звериные предохранители не дают ему почувствовать границы своих истинных физических возможностей. Вообще, в полном изнурении ты попадаешь в неплохой трип из-за выброса гормонов и эмоциональной победы в воле. Ты чувствуешь себя покровителем этого мира. А прикольные питательные батончики космонавтов и гидрокостюмы – красивые и необязательные приманки для обеспеченных обывателей. Я же молод, беден и преисполнен энтузиазма, и я решаю провести эту гонку сам. Iron Man вообще требует очень больших усилий, не только физических, но и финансовых больших возможностей. А я хочу пройти эту дистанцию полностью голышом. То есть что? У меня есть кроссовки, у меня есть плавки, которые я не покупал. И, в принципе, у меня есть велик старый, тяжелый, но так или иначе я хочу использовать самый минимальный набор всего, чего можно, чтобы это пройти. Тестирую, можно ли плыть часть дистанции в бассейне? Можно. Идет легко, но тухло и опять же не по-настоящему. Ищу пруд. Найден опорный пункт. Найден опорный пункт. И на этом опорном пункте я не единственный хозяин буду, видимо. Но залезть туда стоит, я считаю. Обжигаюсь. Теперь об чрезмерную природность и экскременты чаек. Идея кажется все такой же очень сомнительной и трудновоплотимой. Еще более сомнительной и трудновоплотимой. Плавать. Это холодно и неприятно, и не хочется абсолютно мне. Ну ладно, чайка меня покинула. Пора двигать дальше. Обнаружилась новая проблема. Раньше вот этих знаков я абсолютно не замечал. И, соответственно, нужно выяснить, почему купание запрещено. И почему я могу все-таки здесь устроить свой заплыв, несмотря на запреты. Будем думать. Возможно, придется все-таки действительно плавать в бассейне, чего бы я очень не хотел. Это как-то слишком стерильно и кустарно. Стерильно здесь не является метафорой даже, к сожалению. Помимо этого, возвращается страх глубины. Нужно рассказать одну предысторию. Почему мой заплыв на 2 километра оказался на 10 метров и длиной в минуту. Когда мне было 16 лет, я пошел праздновать свой день рождения. 16 лет. И именно тогда я практически утонул. Мы с приятелем решили поплыть по реке, переплыли половину, и немалую роль в том сыграла девушка, на которой я испытывал симпатию, которая была на берегу. Я накормил там всех морковкой и огурцами, потому что я решил, что мясо тогда это не мое. Ну ничего плохого на самом деле в этом не вижу, в подобном решении. Так вот, мы проплыли пол реки и решили показать свою удаль. Дама сердце на берегу только сопутствовала этому, переплыть реку до конца. Так вот, река была очень холодная, мне свело нижние мышцы брюшного пресса, а так как там находились огурцы, очень много морковки, овощей,
Также я попал в водоворот, стал тонуть, но так или иначе схватился за пятку приятеля, чуть не потопил его. Теперь мне приходится бороться с паникой, когда я переплываю водоемы. Мне напряжно этим заниматься. Я не знаю, я когда выплываю и не чувствую то, что у меня под ногами там в сантиметрах 30 есть дно, то мне тяжело. В бассейне этого нету. Паника накатывает, и это очень напрягает. Человек как вид все еще продолжает эволюционировать и вряд ли когда-нибудь остановится. И во многом это зависит от степени осознанности и контроля своих животных барьеров. Take me home tonight, because I wanna feel I wanna feel alive. Я тут подумал, что есть одна теория о том, что победить свои страхи можно лишь сразившись с ними и полностью их принять и вступить в открытое столкновение. И тут я подумал, у меня остался один день, то есть завтра я должен по плану пройти эту трассу. Страшно и прохладно, холодно, я бы сказал. Легкие отмерзают, похоже. Но завтра я постараюсь все-таки воплотить то, что хочу в жизни. Фух. И если это получится, боже. Невероятно, да, что меня ждет в этом 2020 году. Значит, мы в Глазове здесь построим невероятный туристический город, музыкальные фестивали. Фух. Похоже на то, что мои планы собираются быть нарушенными плохой погодой. Но, как я и говорил, больше концентрация воды, меньше концентрации чудовищ. Я думаю, мне будет попроще. А вот людям, которые мне помогают, не очень. Поэтому это большая проблема, когда что-то планируешь с кем-то. Не из-за того, что все косячат. Ну, косячишь по факту больше всего ты всегда, если ты организатор. А в плане того, что ты можешь всех подводить случайно, не заметив того. Ну или заметив, но невозможно на это повлиять, как сейчас. Всю ночь шел дождь. На улице и в воде очень холодно, зябко. Но гонка должна состояться в любую погоду. Цепляем велик, грузим лодку и с небольшим опозданием выезжаем. На старт примерно в 10 часов. Идея была в том, изначально, чтобы стартануть в 4:20 утра. Это плюс-минус то время, в которое я 19 лет назад появился на свет. Но приходится на это забить, потому что в одиночку я не смог все организовать. Нервничаю. Захожу в воду и обтираюсь, чтобы не получить шока от разницы температур. План: 7 раз до лодки и обратно. В сумме выйдет чуть меньше 2 километров. Не могу опускать голову в воду, очень неприятно, стынет мозг. Полукролем преодолеваю треть дистанции, дальше отдыхаю на спине. И потом начинаю работать сразу всеми мышцами тела, постепенно и медленно, для того, чтобы у меня не было судорог. Под конец 1,5 километров стал сильно мерзнуть и теряться в пространстве. Да и очки постоянно запотевали. Буду честен, во время заплыва иногда останавливался на мелководье, чтобы растереть окоченевшие мышцы и протереть очки. Безусловно, это было совершенно нелегально по регламенту гонки. Кое-как дотерпел до намеченных 7 кругов. Хотя я и не добрал пару сотен метров, даже до половинчатой дистанции с кодом 73 мили. По ощущениям, вода забрала все силы, и при выходе я разучился контролировать свое тело. Тебя так от холода скрючило? I'm doing all right. После того, как вылез из воды, я ощутил невероятное счастье от того, что я банально не утонул.
Буквально 200 метров проехал, и уже погодка блеск. Отпустила. Вообще хорошо. Прелестно. Состояние сильнейшей эмоциональной эйфории. Просто невероятный. Как будто бы выброс адреналина сделать я то ли божеством, то ли еще что-то. Я просто не могу. Насколько меня распирает. Прошло 7 километров, где-то 20 минут после того, как я не утонул. Просто невероятно сильно до сих пор распирает. Я понимаю, что немного заряд уменьшается. Начинает уже немного плавить так прямо серьезненьким образом. Меня сильнейшим образом заинтриговало, что написано на жопе у того мужика. Я обязан это узнать, но я очень устал, очень. Меня так вяжет, это просто жесть. Но я хочу узнать, что у него на жопе написано анти. Я опять прочитал слог. Но я его преследую. Хоть и немного не по маршруту, но я должен узнать. На работе, я не знаю, я вижу велик, который старый, какой-то другой. Может, в гаражи уехал, это очень страшно. Как его теперь видеть? Сильная апатия, мне просто плевать, я еду. Я очень сильно устал до этого, прям хотел так. А сейчас просто... Видимо, для того, чтобы не ощущать всю бессмысленность этого действия сполна, в моей голове появлялись невероятно абсурдные мысли. Аккуратно. План такой. Сил вообще нет. Я на 2 круга разобью. 21,5 километров на 2. Я, ноги отказываю, не могу, бежать. И второй нет, я думаю. Все, конец. Вот так я отпраздновал свой 19-й день рождения. Когда вы это увидите, мне уже скоро 20. И я все чаще осознаю то, что, скорее всего, большинство планов так и останутся лишь мечтами, но те немногие, маленькие удачи я пропущу через себя сполна. Как минимум для меня это путешествие уже открыло интересное место в городе, в котором я жил 14 лет. Скотч висит, прошу прощения. 14 лет. Вот этот вот мотель за Воронеж мелом. Я думаю, много моих земляков увидит это все. Скорее всего, только они поначалу. Выглядит очень красиво, мне нравится. Давайте подальше покажу. Выглядит очень отвратно с этой камеры. Ну что ж, всем спокойной ночи. Точнее мне. Направление было задано, нельзя по новой начать или заново. Но ночью отжигаем на ура, просыпаемся по утрам, ожидая быстрого завтрака. И продумывает ходы, а для нас каждый вздох как удар под дых. Идеальный мирок аккуратности, а мы лишь бы не упасть аккуратно. Правоверным, но жизнь ядовитая скалопендра. Она снова ползает по моей шее и не дает ощутить ничего, кроме лишений. Быть нарисован как по трафарету, свою башку в новенькую тантаморезку. Так распоряжается карма, воронка, тот и около ворот наградил нас кардебалетом. Люди привыкли преследовать виноватых.